Здорово! А знаете, что мне больше всего нравится вообще в людях? То, что, казалось бы, в самой неприглядной ситуации они все равно найдут, как себя развлечь. А еще знаете, чем мне нравится интернет? Тем, что мы можем посмотреть на это вместе и от души развлечься. Пока еще можем. Ну и Reddit является одним из самых ярких мест, где мы можем найти подобные вещи. Эту страницу мне прислал мой друг из Аргентины. Андрюха, кстати, здорово. Если кому интересно, у него тоже есть канал, называется канал Эмигранты. Ссылка будет в описании. Заходите, смотрите, у него там реально есть на что посмотреть. Так вот, если кто не знает, то в Аргентине уже третьи сутки как действует жесткий карантин. Абсолютно всем без исключения запрещено выходить из дома без веских на то причин. Действует карантин по всем вам известной причине, которую в дальнейшем я буду называть дошик, потому что он китайский и он везде. Ну, естественно, от нечего делать люди начинают, если не сходить с ума, то явно находить всякие забавные и не очень вещи и выкладывать их в интернет. И сейчас вы одну из них на экране как раз и видите. Кто не знает испанский, здесь написано: карантин, день 2. Кот моего соседа планирует меня завалить. И прикладывается вот такая интересная фоточка. Забавно довольно на самом деле. Давайте посмотрим. Ну и в принципе, если присмотреться, то я даже могу с этим согласиться. Посмотрите на его взгляд. Вот только посмотрите на это. Картинка очень пикселизованная, но да, очень похоже на то. А вот еще интересно. Карантин, день 4. И это, видимо, обед того, кто это выложил. Что тут у нас такого? Макарошки с сыром и, возможно, с сосисками, я не уверен. Здесь, очевидно, идет отсылка на то, что все находятся дома и не могут выходить, и поэтому питаются чем придется. Или тем, что успели купить до начала карантина. Ну и знаете, как по мне, так это еще даже и не самый худший вариант. Не знаю, как в Аргентине, а вот для нас, русских, это вполне себе стандартная еда даже вне карантина. Так что я даже и не знаю. Вот это вообще очень забавная вещь. Посмотрите на экран. Киберпанк 2077, Аргентина. И что тут у нас на фоточке? Давайте посмотрим это поближе. Вы только посмотрите на это. Маска из... Что это? Это губка для мытья посуды? Да, с резинкой. И это, возможно, поход в магазин так выглядит. Ну что я могу сказать? Рофл засчитан, вполне даже засчитан. Люди находятся на карантине, но все равно не против и развлечься, и хорошо посмеяться. И это хорошо, потому что юмор, он на все времена. Ну и опять же, как по мне, так в этой фоточке есть и немалая доля правды. Я думаю, если бы Киберпанк 2077 разрабатывали где-то в той части света, то, возможно, его обложка выглядела бы именно так. Да и вообще, несмотря на карантин, сейчас в той же Аргентине происходит довольно много не просто забавных, но еще и курьезных ситуаций. И одну из них я сейчас вам и продемонстрирую. Типчик нарушил карантин, отправился на рыбалку и утопил свой грузовик в море. По-моему, очень даже весело. Тут есть у нас ссылка на оригинал, давайте посмотрим. Тут у нас ссылка на одну из официальных аргентинских газет La Capital Mar de Plata. Кстати, в этой же газете писали о пришельцах над Аргентиной. Я об этом снимал видео, если вам интересно, то ссылка будет здесь или здесь где-то, я не знаю, в каком углу сейчас оно будет. Короче, заходите и смотрите, там тоже интересно. И здесь говорится о том, что парень нарушил карантин, установленный президентом Аргентины, отправился на рыбалку и тупо просрал свой грузовик в воде. Если честно, я не знаю, как можно было просрать грузовик в море, но как-то у него это получилось. А по словам моего друга, опять же, это довольно частое явление в Аргентине, даже без учета карантина. В принципе, у нас есть даже видосик, так давайте посмотрим. Пожалуйста, смотрите, он просто находится
по крышу в море. Я не знаю, как можно было так загнать его. Ну, в общем, смысл понятен, я думаю, да? Довольно курьезная ситуация и комментарии не менее интересные. Вот, допустим, вот этот, где пользователь под именем Серджио Густаво Лудика или как-то так, извиняюсь, если неправильно, спрашивает: ты ее использовал как подлодку? Хотел порыбачить под водой с помощью рук? Да, в принципе, я с ним согласен. Интересная ситуация, и еще надо было умудриться сделать это во время полного карантина, установленного во всей стране. Понятное дело, что такие ситуации вполне себе частое явление даже и у нас в России, но у нас-то нет карантина, по крайней мере официально. А вот, кстати, еще одна интересная видюшка, и давайте посмотрим, что здесь сейчас произойдет. Так, смотрите. На! Прямо в центр. Ну да, действительно, почему бы и нет. Или вот, кстати, довольно забавная ситуация. Сейчас вы видите на экране скриншот из Твиттера, который кто-то выложил на Reddit. Представляет он собой комбинацию из 3 твитов с разными датами. И давайте разберем, что здесь написано. 15 марта. Пользователь под ником Чино пишет: отлично, у меня карантин на одном из островов посреди Тихого океана. Отправляю всем привет. Ну и смайлик. Казалось бы, да, чего такого, наоборот, повезло, да? Я бы, например, не отказался от карантина на острове посреди Тихого океана. Однако пользователь под именем Чино так не считает. И почему? Давайте посмотрим. Пост от 19 марта говорит: отлично, не могу вернуться в страну, то есть в Аргентину. Я не уверен, как это переводится в данном контексте. Вообще это переводится как серебро. Но, возможно, тут говорится о том, что ничего не хочется. Дальше пишет: не хочу есть и не хочу ничего. То есть уже все не так радужно. Уже все достало. И следующий твит от сегодняшнего числа, который был опубликован 17 часов назад. Хочу назад в Аргентину. Меня все достало. Хочу плакать. И печально, и забавно одновременно. Так что вот так, друзья. Кто-то хочет попасть на острова в отпуск, а кто-то хочет, наоборот, с них убежать. И такое бывает. А помните макарошки с сыром и сосисками? Так вот, это еще даже не самое веселое. Вот, пожалуйста, другой подобный пост. Карантин, день 4. На тарелке лежит 2 печеньки. Ладно, хорошо, хоть категория юмор стоит, и то радует. То есть, скорее всего, у них все-таки есть что похавать, но все равно забавно. Такой тонкий сарказм насчет карантина. Вроде как сидим всего 4-й день, а у нас уже и пожрать нечего. Остается только надеяться, что это всего лишь видимость, и на самом деле у них все нормально. Поехали дальше. А вот, пожалуйста, очередные персонажи, которые считают, что их не касается то, что должны делать все. Нарушил карантин дважды, чтобы купить телефон. Давайте посмотрим, это интересно. Молодой человек, 21 года от роду, проживающий в округе Сан-Мартин, нарушил карантин в самой его середине, при этом предъявив поддельную справку, разрешающую перемещение от национального правительства. Естественно, его остановили, он был пойман и оштрафован на 50 тысяч аргентинских песо. Чтобы вы понимали, 50 тысяч аргентинских песо это примерно 50 тысяч рублей. Ну, по крайней мере, когда они стоили 63 рубля, а не 80, как сейчас. То есть, сколько стоит 50 тысяч аргентинских песо в рублях сейчас, можете посчитать сами. Google вам в помощь. Здесь у нас есть фоточка, на которой видно, как данный субъект предъявляет поддельный документ сотруднику полиции. Естественно, его сразу же раскрыли, ну и результат всего этого вы уже знаете. В более подробной расшифровке рассказывается, что он сделал это для того, чтобы купить себе новый мобильный телефон. Ну да, это ж самое время как раз для того, чтобы новую мобилку себе купить, нет? Вы что ж так делаете, да? То есть новую мобилку надо купить именно тогда, когда нельзя. А что еще более интересно и что мы не видели в заголовке, так это то, что штраф в 50 тысяч примерно
рублей, ну сейчас, конечно, больше, ну плюс 30%, считайте, он должен заплатить в течение 48 часов. Как вам такое? Ну тут, в принципе, ничего нельзя сказать, кроме того, что сам виноват. Ладно, все это, конечно, очень интересно, но на самом деле есть уже не такие безобидные ситуации, которые происходят с людьми из-за долгого пребывания в замкнутом пространстве и невозможности его покинуть. Как, например, вот в этой ситуации. К сожалению, источник я вам назвать не могу, потому что его здесь нет, но это, видимо, фото из какой-то новости. И говорится здесь о том: карантин день 3, сумасшедший с 2 мачете в руках выбежал на улицу и начал орать, что у него нет интернета. Ну что тут скажешь, остается только порадоваться в этом случае за Аргентину, что в то время действует карантин, и он никого этими мачете не отмачетил. Опять же, судя по фото, полиция среагировала оперативно и разобралась с этой ситуацией. Комментарии, кстати, не менее интересные. Один из них от пользователя с ником, который я не могу правильно произвести, уж без обид, пишет, что ну отлично, и кто из вас это был? И пользователь с ником Leo Monster отвечает ему на это, что он тебе не может ответить, потому что у него нет интернета. Ну что, остается только похлопать таким веселым развлечением и надеяться, что это останется только развлечениями. Очередной забавный эпизод из жизни Аргентины за последние сутки. Как видите на картинке, один из жителей Аргентины решил заняться барбекю во время карантина, на улице, естественно, и для этого соорудил себе самодельную защиту от дошика. Я не уверен, что это за бутылка, но это подозрительно похоже на пивас на самом деле. А трубка, ну да, люди развлекают себя как могут. Ладно, это, конечно, все очень весело, но пора уже закругляться, потому что на самом деле подобные вещи можно рассматривать сутками, а видео и так уже идет долго. Но на десерт давайте посмотрим на ситуацию со стороны полиции Аргентины. Пост сделан примерно час назад, и говорит он о том, что неважно, что нет дорожного движения, полиция все равно найдет, куда влететь. Ну и тут видос, давайте посмотрим этот видос на самом деле, давайте, что тут есть у нас. Так. Ага. Ну, пустые улицы, понятно. Все по домам сидят. Ага. Паркуемся. А вот и второй. Так. Опа! Стыковочка! Ха-ха! Ну все. Действительно, почему бы и нет? Народ повылезал. Ну, короче, стандартные разборки. Ничего тут больше интересного нет. Но смысл, я думаю, вы поняли. В общем, вот так вот проходит карантин в Аргентине. Почему я выбрал именно Аргентину? Ну, во-первых, потому что там мой дружбан живет, а во-вторых, потому что это все-таки Аргентина. И для нас в России это все-таки в новинку. И, соответственно, интересно посмотреть, что же там все-таки происходит. Если вам, друзья, интересно, если вам понравилось это видео, то пишите в комментариях, и я буду делать что-то подобное и по поводу остальных каких-то стран, если, конечно, вам это будет интересно. Всем вам респект за просмотр. И опять же хочу напомнить, что старайтесь воздерживаться от крупных скоплений людей, мойте руки и не болейте. С вами был V92. Всем удачи. Пока.